Я захотел сделать видео про кофе, потому что я помню, как кто-то говорил, что пьет много кофе, и спрашивал, мешает ли это способности худеть. Какое же количество кофе прекращает сжигание жира? Здесь несколько факторов. Количество потребляемого кофеина, потенциально опасных химикатов, если кофе неорганический. И слишком много кофе может истощать запасы нутриентов, в первую очередь витамина В1 и кальция. А дефицит В1 и кальция может повлиять много на что. Если дефицит усиливается, со временем он может создать целую череду побочных эффектов. Вы можете подумать, раз кофеин — это стимулятор, то он стимулирует обмен веществ и помогает сжигать жир. Что ж, если пить его слишком много... Кстати, на то, чтобы обычная чашка кофе в 250 мл вывелась из печени, нужно от 4 до 6 часов. Поэтому если вы пьете много кофе, он будет в печени дольше и дольше будет выводиться, оставаясь в организме. Как это на него повлияет? Это повлияет на качество сна. И основная проблема с избытком кофе — это избыток кофеина. Кстати, в чае кофеин тоже есть. И снижение качества сна. Взвесьтесь перед сном и после того, как проснетесь. Посмотрите, насколько вы похудели, а затем снова взвесьтесь перед тем, как лечь спать. Вы будете легче, когда проснетесь, потому что большая часть жира сжигается ночью. Если вы тренируетесь сегодня, то улучшение вы заметите через 2 суток. Сон — это ключевое, и я говорю о качестве сна. Обычно вы проходите через 4 волны сна, и пики этих волн называются быстрым сном. Это не глубокий сон. Во время него вы умственно активны, но при этом вы спите. А здесь, это дельта-волны, находится глубокий сон. Во время него и сжигается большинство жира. Именно тогда вырабатывается гормон роста. Поэтому нужно, чтобы вы были вот тут. Если вы не досыпаете, возможно, поэтому вы и не худеете. Если вы будете тренироваться, то без сна вы не восстановитесь. В таком случае тренировки будут действием, которое не принесет хороших результатов. Если вы не спите, то тренировками вы многого не добьетесь, ведь вы не восстановитесь. Мне пишут множество людей, которые пьют очень много кофе целыми днями и недоумевают, почему же не могут похудеть. Сколько же кофе пью я? Я пью лишь по чашке кофе утром, которая, кстати, может быть меньше обычной, но это все. В колледже я пил огромное количество кофе. Наверное, это послужило причиной моей язвы и ухудшения здоровья. Поэтому, если вы подсели, если вы привыкли пить слишком много кофе, то начните пить его меньше. Можно попробовать кофе без кофеина, но убедитесь, что кофеин удаляли не химикатами, а водой. Начните пить меньше кофе, и вы заметите, что со временем ваш сон улучшится, и вы потеряете больше веса. Но если вы пили кофе в больших количествах, то так как он вызывает привыкание, от него лучше отказываться постепенно, потому что у вас могут возникнуть побочные эффекты. В общем, я хотел об этом поговорить, так как это может быть причиной, по которой вы не очень худеете. Спасибо за просмотр.